Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, я знаю, что для многих из вас остро стоит вопрос о возможности перенести интервью из своей страны, где посольство не работает по тем или иным причинам, в другую страну, где посольство уже работает. Я даже несколько раз уже поднимала эту тему и рассказывала, что сделать это не так просто, как кажется, но все равно в комментариях мы получаем очень много вопросов на эту тему, а потому решили записать отдельное видео со всей информацией, которую знаем на данный момент. Если кто-нибудь из вас уже пробовал это сделать, прошу делиться такой информацией в комментариях, чтобы собрать как можно больше сведений на этот счет, ведь это поможет остальным. Итак, поехали! Прокламации, запреты, пандемия и не желающие нормально работать консульский центр в Кентукки и посольство уже украли у победителей лотереи 7 месяцев, за которые должны были проводиться интервью. Желание как-то изменить ситуацию и сменить место проведения собеседования есть, конечно, почти у всех. Особенно остро стоит этот вопрос у граждан и резидентов России, Узбекистана и Туркменистана, где в отличие от Украины, Казахстана, Грузии, Киргизии и Армении собеседование не проводится совсем. Как я уже говорила ранее, наш переезд из Украины в Грузию никак не связан с переносом нашего кейса из Киева в Тбилиси, а потому на личном примере, как это сделать, рассказать мы не можем. Лично мы не меняем место проведения интервью по нескольким причинам. Первое, в этом нет смысла. Посольство США в Грузии в плане обработки заявок победителей DV-лотереи работает не намного быстрее, чем посольство США в Украине. И несмотря на то, что по статистике победителей от Грузии практически втрое меньше, чем от Украины, нельзя забывать тот факт, что граждане Азербайджана автоматически проходят интервью тоже в Грузии. И вот загруженность посольства уже не кажется такой маленькой. К тому же при переносе интервью вас точно не поставят в начало очереди, и скорее всего даже с небольшим номером кейса вы все равно окажетесь в конце списка. Выиграете ли вы при этом время? Лично я сомневаюсь. Вторая причина – оснований для переноса интервью у нас не было и нет. Перенести свое собеседование из одной страны в другую, как я говорила в других видео, непросто. И даже в прошлые годы, когда посольства во всех странах работали нормально, сделать это без оснований было невозможно. В этом году, как вы понимаете, ситуация очень сложная. Посольства США во многих странах перестали заниматься выдачей любых категорий иммиграционных и неиммиграционных виз нерезидентам. А там, где у нерезидента возможность записаться на интервью все еще есть, очереди просто космические. Нагрузки у посольств больше, чем они могут обработать, и очевидно, что просто так принимать новые кейсы не будут. А по данным от наших подписчиков и людей из разных чатов и форумов, которые делятся информацией, в подавляющем большинстве случаев в переносе отказывают даже при наличии оснований. Но я никого не отговариваю, и если вы хотите попробовать это сделать, действуйте. Из всех правил есть исключения, и возможно именно у вас получится без особого труда. Конкретной пошаговой процедуры переноса у нас нет, но для того, чтобы запустить этот процесс, необходимо направить запрос в посольство США в той стране, куда хотите перенести интервью, объяснив причину такого решения. Если ответить, что готовы вас принять, пишите посольство США в вашей стране с просьбой перенаправить ваше дело в другое посольство. Правда, даже на этом этапе можно столкнуться с трудностями и бюрократией, и посольство нередко отвечает, что надо писать не им, а в консульский центр в Кентукки. Написав в Кентукки, можно получить ответ в стиле «пишите не нам, а в посольство США в вашей стране». И могут долго перенаправлять друг на друга, присылать стандартный автоответ или вовсе не отвечать. С нами поделились информацией на тему оснований для переноса интервью в Казахстан. Но мне кажется, эта инструкция подойдет и для других стран. Более подробно вы сможете ознакомиться с ней здесь. Но основным требованием является как минимум разрешение на временное проживание в стране, справка о временной регистрации и трудовой контракт. Все это получить, конечно, можно, но не так просто, как кажется. Собрав все эти документы, отправляйте их в посольство и в консульский центр в Кентукки вместе с просьбой о переносе. Кроме РВП подойдет и вид на жительство, но оформлять его, конечно, намного сложнее и дольше. Но еще одна причина – гражданство той страны, куда хотите перенести интервью. Думаю, объяснять трудности его получения не нужно. И, конечно, надо понимать, что даже все вышеуказанные причины могут и не помочь с переносом, ведь ситуация сейчас очень сложная. Коронавирус никто не отменял. Любая страна может закрыться на очередной карантин, а все уже назначенные собеседования могут отменить в любой момент. Стоит ли пытаться? Решать вам. Для себя мы решили, что таким заниматься не будем. Но если наше решение изменится или мы узнаем что-то новое на этот счет, обязательно вам сообщим.
И еще раз попрошу, если у вас есть информация, которую вы можете дополнить тему этого видео, или вы лично пробовали перенести интервью, напишите про это в комментариях. Это очень поможет понимать картину происходящего еще лучше. А я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.